У меня в руке эфирное масло лаванды, которым пытались защититься от холеры меньше 200 лет назад. Представьте себя на улице Лондона середины 19 века. Первое впечатление – это не конные экипажи или величественная викторианская архитектура. Это запах. Зловоние настолько сильное, настолько всепоглощающее, что удостоилось описания стигийский пруд, источающий неописуемый и невыносимый ужас. Это был не просто неприятный запах, это был губительный для города смрад, который убедил лондонцев, что сам воздух наполнен болезнями. Из-за полного непонимания того, с чем они столкнулись, оружием борьбы были выбраны духи и специи. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Конопелькин, я парфюмер-любитель, и в этом видео мы обсудим, как запах буквально заставил чиновников кардинально улучшить Лондон. Население этого города удвоилось в период с 1800 по 1850 год, превысив 2,5 миллиона человек. Больше людей означало больше отходов. Веками человеческие отходы собирали из выгребных ям уборщики ночной грязи. Благодаря этим людям предотвращалось попадание самого разного мусора в Темзу. Однако повсеместное внедрение революционного новшества – унитаза со смывом – привело к тому, что отходы стали поступать из домов прямо в старые городские канализации, которые были предназначены только для стока дождевой воды. Оттуда все это попадало в реку. На протяжении столетий Темза была главной артерией Лондона, но к середине 19 века жители превратили ее в клоаку. Каждый день в нее сбрасывались сотни тонн неочищенных сточных вод. Добавьте к этому стоки с заводов, отходы скотобоин и даже трупы мертвых животных. Темза перестала быть рекой, а превратилась в открытую канализацию, переполненную гниющей массой. По итогу путешествия по реке в 1855 году ученый Майкл Фарадей написал заметку в газету «Таймс». Чтобы оценить степень загрязнения, он бросал в воду клочки белых визитных карточек, которые исчезали из вида, не погрузившись и на пару сантиметров. Настолько мутной была вода. Он назвал реку настоящей канализацией. Затем наступило лето 1858 года. Сильнейшая жара до 35 градусов в тени и 48 градусов на солнце держалась уже несколько недель. Уровень воды в Темзе упал, обнажив густую черную грязь вдоль ее берегов. Солнце запустило брожение отходов. В результате появился настолько отвратительный запах, что людей тошнило даже на значительном расстоянии от набережной. Газета City Press писала: «Галантность речей исчерпана. Воняет. И тот, кто однажды вдохнет этот запах, никогда его не забудет». Но страх был вызван не только отвратительным запахом. По Лондону ходила эпидемия холеры, унесшая жизни десятков тысяч людей. Только в 1849 году умерло более 14 тысяч жителей. И в сознании викторианцев не было сомнений в том, что виноват в этом сам запах. Великая вонь была не просто неудобством, это был смертный приговор, висящий в воздухе. Понимание болезни определялось так называемой теорией миазмов. Эта теория утверждала, что такие болезни, как холера и чума, распространяются через миазмы, своего рода ядовитый плохой воздух, поднимающийся от гнили. Запах разложения, будь то от мусора, трупа или сточных вод, был самой болезнью. Эдвин Чедвик, ведущий реформатор санитарной системы того времени, прямо заявил: любой сильный запах – признак болезни. Поэтому борьба велась не против загрязненной воды, а против запаха. И с ним боролись с помощью целого арсенала ароматизаторов. Простые граждане носили с собой платки, смоченные лавандовой водой, прижимая их к носу всякий раз, когда выходили на улицу. Торговцы продавали пучки трав, таких как розмарин и рута душистая, называемые антизапаховыми букетиками, которые, как считалось, должны были отпугивать токсичный воздух. В домах тлели можжевельник, лавровый лист и даже кофейные зерна. Состоятельные жители носили помандры – богато украшенные серебряные или золотые миниатюрные сферы, наполненные мощно пахнущими специями, такими как гвоздика и мускатный орех. Еще одним способом было пропитывание тканей табачным соком. Все, что имело сильный запах, использовалось в качестве защиты. А в эпицентре этой борьбы со зловонием стояло здание парламента, сердце британского правительства, расположенное прямо на берегу гниющей Темзы. Запах был настолько сильным, что политики, прижимая к носу платки, выбегали из залов прямо во время заседаний. Ситуация стала настолько критической, что всерьез обсуждался вопрос о том, чтобы перенести правительство в Оксфорд. В отчаянной попытке решить проблему было решено пропитать тяжелые занавески здания хлорной известью. Вдобавок, тонны извести были вылиты прямо в Темзу. Представьте себе.
Залы, где решалась судьба империи, пахли смрадной смесью отбеливателя лаванды и сточных вод. Хлорная известь была повязкой на зияющей ране. Великая вонь побеждала. Если вам нравится это видео, поставьте лайк. Полный и абсолютный провал полумер привел к кризису, который был нужен Лондону. Сделав жизнь физически невыносимой для самых влиятельных жителей, Великая вонь заставила их что-то предпринять. Проблему больше нельзя было игнорировать или маскировать одеколоном. Как саркастически выразилась одна газета, «чисто грязь» заставила парламент наконец-то решить проблему. Законопроект о финансировании радикально нового решения, продвигаемый канцлером Бенджамином Дизраэли, был принят парламентом в рекордно короткие сроки – за 18 дней. Человеком, которому было поручено реализовать этот монументальный проект, был выбран Джозеф Базальгет, главный инженер столичного управления общественных работ. Он предложил дерзкий и амбициозный план. Долгие годы люди говорили только об очистке Темзы или о том, как замаскировать запах. По мнению Джозефа Базальгета, настоящее решение заключалось не в очистке реки, а в том, чтобы предотвратить попадание в нее сточных вод. Его замысел заключался в создании масштабной подземной сети перехватывающих канализационных труб. Эта новая система должна была проходить параллельно Темзе, собирая сточные воды и направлять их далеко на восток от города. Там они сбрасывались бы в устье реки во время отлива и уносились бы в море. Вместо купирования симптома было решено искоренить причину. Строительство канализационной системы Базальгета стало одним из величайших инженерных достижений XIX века. Это была колоссальная работа. В течение примерно 16 лет его команды построили больше 130 километров массивных кирпичных перехватывающих канализационных труб, а также более 1700 километров уличных канализационных сетей для их соединения. Они построили огромные, богато украшенные насосные станции в таких местах, как Эбби Миллс и Кроснесс, прозванные соборами сточных вод, для подъема стоков к местам сброса. К 1866 году большая часть Лондона была подключена к новой системе. Темза, перестав быть городской свалкой, начала очищаться сама собой. Великая вонь исчезла. Но самой большой победой стало то, за что лондонцы даже не боролись сознательно. Благодаря тому, что сточные воды были отделены от системы питьевого водоснабжения, эпидемии холеры в Лондоне просто прекратились. Последняя крупная вспышка в том же 1866 году ограничилась районом Восточного Лондона, до которого новая система еще не дошла. По-видимому, работа Джозефа Базальгета спасла больше жизней, чем работа любого другого чиновника викторианской эпохи. Его революционная канализационная система, скрытое подземное чудо, до сих пор является основой санитарной инфраструктуры Лондона. Безмолвный, неприходящий памятник тому дню, когда губительный для города смрад запустил перемены, спасшие миллионы жизней. С окончанием строительства канализации для борьбы с неприятными запахами совпало начало синтеза молекул, имевших приятный запах. Этому технологическому прорыву посвящено следующее видео.